В Америке демократы оказывают беспрецедентное давление на действующего президента. Навсегда заблокирован твиттер Дональда Трампа «Свобода слова в действии». В Конгрессе пытаются не просто организовать срочную процедуру импичмента, но и добиться того, чтобы Трамп не смог выставить свою кандидатуру на выборах через 4 года. Свобода слова в действии. Чтобы испортить его образ в глазах американцев, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пытается убедить всех, что Трамп может использовать ядерную кнопку. Вот только возникает вопрос, а куда бы он направил ракеты? О том, почему демократы так перегибают палку и чего они боятся, в репортаже Юлии Ольховской. Вот так теперь выглядит страница Дональда Трампа в Твиттере. 89 миллионов подписчиков больше не увидят ни одной записи. Аккаунт Трампа заблокирован навсегда. Беспрецедентный акт цифровой цензуры социальная сеть объяснила так. После тщательного анализа недавних твитов из учетной записи «Настоящий Дональд Трамп» и контекста вокруг них, мы навсегда заблокировали учетную запись из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию. Как пишет газета «Политика», Трамп пришел в бешенство. В ответ его штаб на своей страничке разместил логотип Твиттера с серпом и молотом. Намек на то, что свобода слова, которая, кстати, закреплена первой поправкой к американской конституции, в США теперь не для всех. Фейсбук забанил Трампа на неопределенное время. Следом цифровую чистку устроил Google. Платформа удалила из магазина приложений популярную среди сторонников Трампа социальную сеть Parler. То же самое угрожает сделать компания Apple, если соцсеть не введет систему модерации. Протестующие якобы через Parler договаривались о штурме Конгресса. Нам навязывают полицейское государство, и большие технологические корпорации вместе с правительством более чем счастливы задавить свободу слова. Впрочем, интернет на то и интернет. Всегда найдется альтернатива. На закрытых для публичного доступа ресурсах протестующие уже вынашивают план на день инаугурации Джо Байдена. Миллионы американцев из народного ополчения собираются в Вашингтоне 20 января, чтобы не позволить врагу-изменнику Джо Байдену или любому другому участнику преступной коммунистической организации, известной как Демократическая партия, войти в Белый дом, принадлежащий народу США. Скриншоты сообщений публикуют сторонники Байдена в Твиттере прямо на странице ФБР. Они же сливают копам фотографии и личные данные тех, кто 6 января был замечен на Капитолийском холме. Накануне полиция задержала Ричарда Барнетта из Арканзаса, который закидывал ноги на стол спикера Нижней палаты Нэнси Пелоси. Ему предъявили обвинение в незаконном вторжении в госучреждение и хулиганстве. 60-летний сторонник Трампа прославился даже в Кении. Его фото на первой полосе одной из местных газет с таким заголовком. Бунт в Капитолии США. Ну и кто теперь банановая республика? Сама Пелоси, у которой Пелоси. еще и украли деревянный молоток, обязательный атрибут всех парламентских церемоний, не теряет надежды отстранить Трампа от власти 25-й поправкой Конституции. Чтобы создать президенту имидж совсем неадекватного, Пелоси уже позвонила в Пентагон и потребовала лишить его доступа к ядерным кодам. Проблема в том, что вице-президент Майкл Пенс, который по замыслу спикера должен возглавить Белый дом вместо Трампа, не идет на контакт, просто не отвечает на звонки. Но есть еще план «Б» – импичмент. Уже на следующей неделе демократы собираются рассмотреть проект резолюции. Президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Нижняя палата, в которой у демократов большинство, теоретически может успеть проголосовать за импичмент до инаугурации Джо Байдена. Сенат, скорее всего, нет. Сенаторы выполняют функции присяжных. Их задача – утвердить обвинения. Для этого нужно 2/3 голосов или их снять. Но для противников Трампа, похоже, главное – запустить процедуру. Он будет первым в истории президентом, которому попытались объявить импичмент дважды. Он всегда ищет что-то уникальное. Что ж, эта строчка будет уникальной в его резюме. Противники Трампа хотят еще и отдельной поправкой запретить ему снова баллотироваться в президенты. Сценарий вполне реальный, учитывая, что для этого нужно простое большинство голосов. А оно у демократов будет после 20 января. Когда недавно избранных сенаторов от Джорджии приведут к присяге, демократы получат полный контроль над Конгрессом. Впрочем, рядовых американцев гораздо больше сейчас волнует собственная безопасность. Только сейчас стало известно, что полицейские в день беспорядков недалеко от Конгресса обнаружили автомобиль с 11 самодельными бомбами и оружием. Все это наводит на размышления, как далеко готовы были зайти бунтовщики, особенно учитывая их угрозы вернуться. Юлия Ольховская, Вячеслав Архипов, Максим Семин, Андрей Кириллов. Первый канал. Вашингтон.